Дорогие друзья, сегодня у меня для вас очень интересный выпуск, ведь сегодня в гостях нашей передачи Калайсис гостья из Германии, Анжелика. Я обратил на нее внимание, когда заметил, как она пишет под нашими новостями в Инстаграм комментарии на казахском языке. И затем оказалось, что она как раз находится в Казахстане, и мы встретились в Астане в отеле Риксос президента Астана и побеседовали. Изначально она была поклонницей Димаша Кудайбергена, а сейчас она следит за каждым нашим выпуском, и теперь она уже не только фанатка Димаша, но и фанатка Казахстана. И в этом мы с ней очень похожи. Поэтому мне было с ней очень интересно познакомиться и пообщаться. А еще интересно, что встречала ее в Казахстане ее учительница казахского языка Айдана, которая специализируется на обучении казахскому языку поклонников Димаша с самых разных уголков планеты. В общем, гости очень колоритные, интересные, да и сама беседа получилась тоже очень увлекательной, так что располагайтесь поудобнее, и я желаю вам приятного просмотра. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и поставить лайк. И, конечно, буду рад видеть ваши комментарии. Итак, внимание на экран. Қалайсыздар? Жақсы. Хорошо, спасибо. Өте күшті қазақша сөйлейсіз. Я только немного знаю казахский язык, но я сейчас очень хорошо учу казахский. А вы, получается, преподаете? Я преподаю иностранцам казахский язык. У меня студенты, можно сказать, по всему миру. Из Мексики, Америки, Швейцария, теперь Германия. Преподаю уже более 2 лет. Это вообще фантастика. Это вообще фантастика. Когда я вижу ваши комментарии на казахском языке, я задаюсь вопросом, почему вы делаете эти комментарии? Этот язык? Да, почему вы используете казахский язык в своих комментариях? Поскольку я пользуюсь машинным переводом, мне важно, чтобы люди понимали мои слова. Я заметила, что не все здесь хорошо владеют английским языком, поэтому хочу вдохновить людей сохранять свой язык и культуру. Ведь я искренне люблю эту культуру и эту страну. Расскажите нам, а откуда у вас вообще такая любовь к Казахстану? Я знакома с некоторыми немецкими казахами в Германии, и у меня есть друзья, но мы не так часто говорим о Казахстане. Однако, когда этот человек появился в моей жизни, мое сердце разбилось. Я почувствовала трепет сердца, потому что его музыка тронула меня до глубины души. Я поняла, насколько он любит свою страну, и начала исследовать историю Казахстана. Узнала, что люди стремятся возродить язык, и это очень меня вдохновило. Мне действительно нравится этот язык, и изучая его, я поняла, что красивые буквы делают процесс обучения для меня проще. Это потрясающе. Когда вы познакомились с Димашем? Прошло меньше года с тех пор, как я познакомилась с ним, но мы еще не встретились лично. Это даже не было связано с деньгами, просто я очень люблю музыку, но я ничего не могла найти. Когда искала его на YouTube или Instagram, точно не помню. Затем он начал петь, и я просто перестала думать. Его голос меня потряс. Он действительно трогает душу, и я была поражена его вокальным диапазоном. У меня есть 30-летний сын, который похож на него, и это также меня удивило. Я поняла, что он очень гордится своей страной и всегда говорит о мире. Это действительно тронуло меня, потому что нам нужен мир и единство всех людей в этом мире. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. А какую первую песню вы услышали? Думаю, это была песня «СОС». Кстати, у меня тоже была эта же песня, только в 2017 году. Я открыла это слишком поздно, но на самом деле никогда не бывает слишком поздно. Да, тем более, что вы были на концерте Димаша в Стамбуле. Да, это была моя самая первая вечеринка перед мероприятием. Это было невероятно, как поклонники организовали все. Как вы можете объяснить этот феномен Димаша? Это любовь к Диарс, ведь это своего рода семья. Как вы можете объяснить это со своей стороны? Знаете, я думаю, что здесь не хватает настоящей душевной теплоты, а она нам так необходима. Музыка Димаша действительно трогает до глубины души. Мне нравятся фанаты, которые преследуют его в личной жизни. Я слежу только за его музыкой, потому что она для меня как исцеление, лечебная музыка.
Я порекомендовала ее многим людям, которых поддерживаю, и когда они плохо себя чувствуют, они поражены ее воздействием. Даже бабушка, которой 91 год, любит его музыку и собирается пойти на концерт в Германии. Вау, это удивительно. Да, так и есть. Айдана, а вы можете тоже рассказать нам, как вы думаете, почему люди из разных уголков мира любят Димаша, любят казахский язык? Ведь я знаю, у вас много студентов со всего мира. Как вы можете это объяснить? Можно я буду разговаривать на казахском? Да, конечно. В основном Казахстан всегда был притягательным, но из-за того, что он не был настолько известен всему миру, многие не знали про эту страну. Благодаря Димашу Казахстан начали узнавать за рубежом, и из-за этого люди с разных стран начали приезжать, интересоваться традициями и культурой и изучать язык. Таким образом, я считаю, страна прославилась на весь мир. Благодаря Димашу Димаш дал всему миру возможность открыть для себя Казахстан, и Казахстан всегда умел удивлять своих гостей чем-то величественным, и это действительно замечательно. Что касается языка, я не уверена, почему он так привлекает поклонников. Возможно, это помогает нам стать ближе к нему, но точного ответа дать не могу. Я также помню, если я не ошибаюсь, когда Потанин приезжал в Казахстан, он говорил, что будто вся казахская нация поет, когда разговаривает на своем языке. Возможно, из-за этого казахский язык звучит как песня, когда на нем говорят. Я училась в Германии по обмену, и мои друзья, когда слышали, когда я разговариваю с бабушкой по телефону, говорили: «Ты поешь?» А я просто разговариваю со своей бабушкой на казахском языке. Возможно, это связано с тем, что казахский язык настолько притягателен сейчас среди иностранцев, поклонников Димаша. Вы сейчас говорите, и я слышу, что у вас тоже очень красивый голос. Спасибо. А вы тоже поете? Непрофессионально, только для себя. А как много языков вы знаете? Могу с уверенностью сказать, что владею английским, казахским и русским языками. На немецком немного разговариваю, но не могу сказать, что владею немецким языком. Моя двоюродная сестра живет в Дюссельдорфе. Да? Она ходила на концерт Димаша? Ой, я не знаю, она вообще не поклонница Димаша, потому что музыка Димаша не для всех. Нужно быть подготовленным для того, чтобы прослушивать музыку Димаша. Кстати, а как насчет казахской культуры? Вы познакомились с Димашем, а теперь следите и за нашей страницей. Я вижу ваши комментарии практически в каждом посту. Спортсмены, школьники и так далее. Вы за всеми следите. Знаете, я не могу поверить, что в одной стране столько талантливых людей, способных достигать таких многих целей и выигрывать в мире. Для меня Казахстан казался раньше как одна из маленьких стран или часть России. И я даже не знала, что Казахстан очень современная страна. Я узнала так много от вас, и я действительно удивлена. Я бы хотела, чтобы молодежь была так мотивирована учиться еще больше. К примеру, ее брат выиграл. Расскажите о вашем брате. Мой младший брат учится в казахско-турецком лицее, он химик. Получается, он выиграл Олимпиаду. Да. Мне кажется, мы сделаем как-нибудь статью о нем. Мне кажется, мы делали выпуск о нем. Я не уверена. Да. Ну, может быть, мы и упустили. У Казахстана сейчас столько побед, что мы даже не можем всех их охватить. Я очень удивлена. Во-первых, здесь, в Казахстане, я чувствую себя очень безопасно, особенно как женщина. Нужно сказать, что в Германии я чувствую себя менее защищенной. Как вы, возможно, знаете, из-за серьезных проблем. Но здесь люди так радушно встречают. Я, конечно, такая же человечная личность, но обычно в Германии так не бывает. Мне кажется, это отличная черта характера казахстанцев. А еще я вижу, что у вас очень красивый жакет. Это подарок. Айдана, это подарок от вас? Я тоже люблю казахский стиль, но мы одеты практически в одном стиле с вами. Но у меня шапан для мужчин, это правильно? Да, но я не одета, как вы. Сегодня мы с Анжеликой казахи. Да, кстати, у меня есть кое-что из Франкфурта. Вау, спасибо, я вообще не был готов к этому. Так же, как и я.
Позвольте мне вам задать еще несколько вопросов о традиционной одежде. Вам нравится, как вы себя чувствуете? Очень. И на мой взгляд, это имеет смысл, потому что Айдана объяснила мне, например, мне очень нравится, как вы говорите, смысл этого. Я объясняла ей, что вот каждый культурный образ имеет какое-то свои собственные значения. Например, вот здесь вот волна жизни. Конечно, вы уже казах, вы говорите прекрасно на казахском. Знаете, в Казахстане мы верим, ну вообще я говорю мы, потому что чувствую себя казахом. В Казахстане мы считаем, что одежда это не просто материальная вещь, кусок ткани, это что-то большее. Если тебе подарят одежду от кого-то, это как будто ты получаешь часть его удачи или что-то подобное. И к человеку даже может прийти успех. И сейчас я вижу, что вы делаете успехи в изучении казахского языка. У вас точно все получится. Моя цель освоить основы казахского языка за 1 год. Когда я обучаю казахскому языку, я не просто учу свой родной язык, но также стараюсь включать элементы своей культуры. Например, я объясняю, что такое жеті жарғы, что жеті — это сакральное число у казахского народа и многое другое. Она очень хороший преподаватель. Да, я знаю, потому что мы оба знаем нашу подругу из Швейцарии, бабушку Эстер. Айдана, какой у вас секрет? Как вы так хорошо преподаете? На самом деле, моя специализация не преподавание, я финансист, не знаю, может быть, потому что я выросла в семье учителей в небольшой деревне на востоке Казахстана под названием Бакыршық, между Семипалатинском и Усть-Каменогорском. Мои родители тоже учителя, мой отец преподает историю, моя мама преподает русский язык и литературу. С детства, мне кажется, я была близка к образованию. Меня поражает казахский народ. Они могут спокойно менять языки с казахского на русский, а затем на английский. Это дар. Да, казахский народ обладает удивительной способностью обучать людей, как вас и меня. Это замечательно. Как вы думаете, какие самые впечатляющие черты казахского языка мы можем представить людям всему миру, чтобы они начали изучать казахский язык, возможно, в будущем? Я говорила ранее, что казахский язык больше похож на песню. Почему? Потому что у нас в языке есть созвучание слогов, то есть сингармонизм. Не знаю, как это перевести на английский, потому что у нас всегда ударение падает на окончание. Если слово «бала» является твердым, мы прибавляем твердое окончание. И также для мягких слов соответствующие мягкие окончания. Возможно, именно поэтому казахский звучит как песня, и благодаря таким особенностям люди начали его изучать. Да, это очень интересно. А сегодня, кстати, еще День Домбры. Кстати, Анжелика, хотели бы вы, возможно, научиться играть на музыкальных инструментах, таких как, может быть, домбра или кобыз? Я думала, так сказать, не знаю, насколько это сложно научиться, но когда-то я играла на музыкальном инструменте в Индонезии. Я думала, так сказать, не знаю, насколько это сложно научиться, но когда-то я играла на музыкальном инструменте из Индонезии, который называется анклунг. Но я вдохновляюсь вами, потому что видела в последнем видео, как вы играли на домбре. Да, мы играли с детьми. Да, верно, с детьми. На самом деле есть такое слово, которое, что настоящий казах не казах, настоящий казах домбра. Мне следует научиться играть на домбре. Верно. В казахской музыке на домбре почти каждая песня несет в себе в историю. Каждая песня словно рассказывает свою историю. Например, «Балбураун», который я играл с детьми, символизирует свободу. Когда ты играешь ее, ощущаешь, будто катаешься на коне по степи и наблюдаешь закат. Да, я даже видела танцоров, когда они танцевали, будто бы на коне. Я смеялась, это было очень здорово. Это замечательно. Что еще в казахской культуре вас вдохновляет? Прежде всего, я забыла сказать, что связи между семьями очень крепкие. Я не знаю, как это в Германии или западных странах, но там люди чаще живут одиночками, отдельно друг от друга, хотя и усердно работают.
В казахской культуре уделяется много внимания семейным связям, и мне нравится это чувство единства, когда ты всегда можешь рассчитывать на помощь и не остаешься в одиночестве. И, конечно же, мне нравится, как в казахской культуре отмечается жизнь, как люди принимают ее такой, какая она есть. Ух ты, это восхитительно. Кстати, а как насчет тоев? Я хотела вести ее на той, показать ей, что такое той, но, к сожалению, не получилось. Вчера я была с сестрой в большой мечети, и мы случайно увидели свадьбу там. Но вам еще не удалось побывать на тое? К сожалению, нет. Знаете, той, кстати, это не только свадьба, это и день рождения, и другие празднования, и большие и маленькие праздники. Той — это свадьба. Вчера у нас, кажется, было такое, ее родители пригласили всех друзей. Я окончила университет, и мои родители пригласили своих друзей отпраздновать это событие. Это тоже той. В казахской культуре мы начинаем той с самого детства. Знаете ли, когда у родителей рождается ребенок, и это тоже той. Сегодня, кстати, тоже будет той. Первое, что я увидела, это мама Димаша. Когда она держала ребенка, я подумала, что это о первых шагах. Но она объяснила мне, что это для защиты и... Кисао Кисер. Кстати, скажите, как долго вы собираетесь оставаться в Казахстане? До конца июля, так что всего 3 недели. Я приеду в Алматы в... Мы собираемся в Ташкент, Узбекистан, на следующей неделе. Затем из Ташкента мы полетим в Алматы. Оттуда она возвращается обратно во Франкфурт. Ну и, возможно, финальный вопрос на сегодня. Я знаю, что многие люди со всего мира приезжают в Казахстан и потом не хотят уезжать. Вы здесь всего несколько дней. У вас не появилось желания остаться в Казахстане надолго? Да, Айдана, скажите, как вы думаете, почему люди хотят жить в Казахстане? это запрещено. Вы можете оставаться здесь только 30 дней без визы. И я уже провела исследования, и для нашего общества, конечно, лучше и более включено с людьми, но это невозможно как обычному человеку, если только у вас нет бизнеса. Она мне рассказывала, что хочет купить квартиру в Астане, просто остаться здесь. Одна из моих студенток из Техаса тоже написала мне, говорит: Айдана, если есть такая возможность купить квартиру в Астане, я бы хотела переехать в Казахстан. Я думаю, что не только Казахстан, но и другие азиатские страны становятся современнее, чем Европа. Конечно, старушка Европа красива, да, архитектура, здания и так далее, но люди хотят переезжать в более современный мир. Я бы еще добавил, что также из-за людей. Да, я думаю, это одна из основных причин, потому что мы как люди более открытые. Но гостеприимство казахских людей — это что-то отдельное. Но я также задаюсь вопросом, почему у этих людей нет такого гостеприимства дома, потому что я его практикую, но обычно люди нет, и это жаль. Плюс я больше не чувствую себя в безопасности в Германии, я не выхожу ночью. Также, кстати, еще и с едой. Да, и да, к примеру, каза. Я не хотела упоминать конину, я ем конину. Это было самое вкусное мясо, которое я когда-либо пробовала в жизни. Обычно я гибкая в питании и не ем слишком много мяса дома, но здесь я ела мясо в течение этих дней, как будто 2 или 3 месяца. Оно так вкусно, свежее. Спасибо вам за уделенное время. Это было огромное удовольствие увидеться с вами. Большое спасибо. Вау, Рада знакомству. Благодарю.